Всем привет! Я решил показать, какая офигенная разница между Капмонстром и X-Evil при разгадывании капчи. Также я покажу, как связать X-Evil плюс Xenopostr и как отправлять ему капчу с другого компьютера. В Solve Media выбор пал не случайно, так как одна из самых сложных и искаженных капч, которые даже моя голова не всегда может разгадать. Поэтому стало интересно, насколько же отличается результат распознавания этих двух программ. Ну, в общем, не буду долго тянуть, результат сравнения в конце. Но забегая вперед, скажу, что результат меня действительно удивил. Пауз. И я буду показывать на примере эмуляции сайта rucaptcha.com, но вы можете использовать любой другой сервис. Итак, для начала запустим X-Evil и выберем нужный нам сервис, а также укажем настройки IP-адреса и номер порта. 127.0.0.1 это обычный локал-хост, или иначе говоря, это этот компьютер. Все просто, только с такими настройками не получится распознавать капчу извне. Как распознавать капчу с другого компьютера, я покажу далее. В общем, по X-Evil я больше никаких настроек не делал. Теперь немного настроим Project Maker. Для этого заходим в настройки программы, раздел капчи и находим там rucaptcha.com. Можно вписать секретный ключ, любой, какой придет в голову. Я написал 1, 2, 3. Если вы видите баланс 1, как у меня, то значит все нормально и на данном этапе работает как надо. Далее нужно немного подкорректировать шаблон и настроить распознавание через модуль rucaptcha в нужных экшенах. Капча из Xenopostr будет думать, что летит на rucaptcha, но на самом деле ее будет перехватывать дерзкий X-Evil, а Xenopostr это знать совсем не обязательно. Вот как это выглядит в работе. Как видно, капча отлично улетает в X-Evil. Теперь, думаю, пора уже провести небольшой стресс-тест в Xenopostr. После запуска я настроил капчу точно так же, как в Project Maker, и начал ждать разгона потоков. Ограничение поставил 130 потоков, так как через энное количество времени постер начинает забивать ресурсы под завязку. Настройки эти очень индивидуальны. Через некоторое время уже начала появляться капча из Xenopostr, и лог стал забиваться всяким мусором. Чтобы отследить эффективность гадалки, я отфильтровал лог по символу $. В моем шаблоне только в случае правильной разгадки капчи и перехода на следующую страницу выводится сообщение $profit. Уже показывает больше 120 потоков, и капча в X-Evil летит достаточно быстро. Ну а количество правильных разгадываний вы можете судить, глядя в лог. Много это или мало, для кого как, но для этого теста это очень много. Далее будет видно почему. Теперь я покажу, как настроить X-Evil на прием капчи с других компьютеров извне. Отправлять будем капчу на сервер с моего домашнего ноутбука. На сервере оставлю запущенным только X-Evil, а Xenopostr закрою, чтобы не было путаницы, откуда идет капча. Использовать буду Xenobox с таким же шаблоном, который гадает Solve Media. Первое, что нужно сделать, это узнать внешний IP-адрес компьютера, где стоит X-Evil. Для этого можно воспользоваться сайтом, например, whoever.net. Далее нужно вбить этот IP-адрес в настройки программы, но как правило только этого будет недостаточно, так как скорее всего нужно будет пробросить порты. Я покажу, как это сделать на примере фаервола Windows. Нужно создать правила для входящих соединений и разрешить соединение на нужный номер порта. В нашем случае это порт 80, но можно использовать любой другой свободный. Создаются два одинаковых правила, одно для UDP, второе для TCP протоколов. У меня уже были правила для Капмонстра, и я их отредактировал под X-Evil, так как Капмонстр на моем сервере уже не используется, и сейчас он находится не у меня. И если все сделано правильно, то открыв Mozilla и перейдя по IP-адресу сервера, будет виден ответ от X-Evil. Теперь перебираюсь за ноут, где нужно отредактировать немного файл hosts. Он находится в папке по адресу. Открываем его обычным блокнотом и говорим, что теперь сайт rucaptcha.com находится по IP-адресу нашего сервера. Не забудьте сохранить файл. Проверяем все так же через браузер, только переходим на сайт rucaptcha.com. Должен быть ответ от X-Evil, а в логе на сервере должна появиться строчка. Далее запускаем и забиваем данные для капчи в Xenobox. Если вы видите баланс единичка, как у меня, то значит все отлично, можно приступать. Фильтрую по знаку $. Как видим, потоки работают, разгадка идет, капча летает между разными компьютерами.
Все работает отлично. Теперь я закрываю Хрумер и Xavil и сейчас подредактирую шаблон Зинопостера, чтобы капчу завернуть на CapMonster. Ставлю в экшенах другой модуль для того, чтобы разгадка шла через CapMonster. Ну и в настройках капчи тоже есть отдельный пункт для этого. Настройки у каждого свои. Тестирую в Project Maker. Как видим, капча разгадывается через CapMonster. Пора уже перебираться в Зинопостер. Как видно, сейчас у меня закрыт Xavil. Как только потоки разгонятся, начнется разгадка. Разгадка будет идти через CapMonster. К сожалению, как бы печально это не звучало, но заветных долларов я так и не увидел. Ну и теперь настало время сравнить софт от Master Labs с софтом от Zenolab. Да что тут сравнивать, приведу вам несколько скриншотов при работе в 130 потоков разгадки капчи Solve Media. Работал Xavil. Начисление аж по 8-10 в минуту. Ну а это скриншот при разгадке CapMonster. Перед тем, как я его сделал, я прождал больше полчаса. В общем, делайте выводы, господа. Я CapMonster продлевать не планирую точно.